Всем привет, с вами председатель. Соглашусь, слишком много мы потратили времени на Куликовскую битву, которая, конечно же, не была такой грандиозной, как нам описывает ее Задонщина или сказание о Мамаевом побоище. А сегодня я хочу с вами поговорить о современнике этих событий, о Стефании Пермском, который перед самой Куликовской битвой отправляется из Москвы в Пермь Великую для христианизации зырян-язычников. Вот уж действительно, как говорится, нашел время. Мамай и Тохтамыш угрожают Москве с одной стороны, Егайло с католиками с другой. Но Стефания эта мирская суета не волнует, он едет на слияние рек Северной Двины и Вычегды дать зырянам азбуку и Слово Божье. Один, без армии, как нам говорят, церковные писания, в данном случае житие Стефания Пермского. Непонятно, на какие деньги строят там церкви. Но непонятно это все только из-за того, что история России – это и есть история церкви. А пересечение рек Северной Двины и Вычегды – это пересечение торговых путей. И если эту христианизацию рассмотреть не как миссионерскую деятельность Стефания Пермского, а как завоевание рынков, то все сразу встает на свои места. Для зырян азбука, как, впрочем, и Слово Божье, явилась чем-то новым, недосягаемым. Как, впрочем, и сейчас для многих из вас кажется недосягаемой IT-индустрия. Да, вы слышали, что в IT большие зарплаты, айтишники очень востребованы, но это не для вас, у вас ничего не получится. Вы с этим не справитесь. Справитесь. Для работы айтишником не нужно знать математику или 5 лет сидеть в вузе. У вас все получится, а поможет вам в этом онлайн-университет SkyPro. Ох уж эти айтишники. Им не обязательно ходить каждый день в офис с 9 до 5, а можно уютно устроиться дома. Они очень востребованы на рынке труда, а их труд оценивается от 60 тысяч рублей. Да еще и государство им дает всевозможные поблажки. Чтобы начать работать онлайн, приходите на бесплатный марафон онлайн-профессий от онлайн-университета SkyPro. Вам подробно расскажут о 6 профессиях, где нужно и не нужно программировать. Вы узнаете, как освоить профессию за полгода и гарантированно получить работу. Ссылка на такой полезный и бесплатный марафон будет в описании, или переходите по этому QR-коду и получите шанс освоить новую профессию. История России – это история церкви. Все наши древние источники написаны церковными летописцами. Правда, как таковых источников мы не имеем, мы имеем лишь списки или списки со списков этих самых церковных источников. Поэтому кто пишет историю, тот в этой истории всегда будет отображен положительно. Но нам не с чем сравнить. В данном случае церковь имела монополию на написание нашей истории. Но церковь-то по сути была не наша, она была греческая. Как, собственно, и наша вера, как нам говорят. Митрополит Киевский и всея Руси ставился только с одобрения византийского патриарха и императора. А сама Византия в конце XIV века представляла из себя жалкую территорию Константинополя с небольшими окрестностями. И внутри этой жалкой Византийской империи еще шла борьба за власть между палеологами. Андроником IV и Иоанном V, сыном и отцом, где за одним стояли генуэзцы, а за другим венецианцы. Титул «Всея Руси» – это в первую очередь церковный титул. Становление Москвы как митрополии, а Москва была именно митрополией, потому что в ней находился митрополит всея Руси. Правда, он был тогда не московский, а киевский. Но Киев уже был в руках Великого княжества Литовского. И вот мощь и величие Москвы – это в первую очередь мощь и величие церкви. Но какой церкви нашей? Нет, не было никакой нашей церкви. Все митрополиты исключительно выбирались из грек, болгар, сербов, но не московитов. И мы уже в прошлых видео с вами предположили, что князь, великий князь, в данном случае Дмитрий Иванович Донской, был воеводой церкви. Историки же почему-то наоборот ставят князя выше митрополита
И все действия, войны, строение кремлей, строение монастырей записывают на счет князя. Хотя, как мы с вами уже разбирали, у князя есть свое княжеское или великокняжеское, а скорее всего церковное войско, благодаря которому он и наводит шухер то в Твери, то в Рязани, то в Суздале. Но у самих городов есть свои тысяцкие, которые, по сути, подчиняются городскому совету, вече, и являются воеводами городского войска. И в нашей истории много случаев, когда эти тысяцкие не присоединялись к великому князю в том или ином походе. Ну, в данном случае, как нам говорят, Дмитрий Иванович Московский, а вскоре и Донской, был великим князем Владимирским, Московским и Новгородским. Но новгородцы почему-то не пошли за ним на Куликово поле. Скорее всего, новгородцы могли себе это позволить, потому что Новгород это был богатый город. Да что там город? Господин Великий Новгород это целая Новгородская республика, которая торговала с Европой и входила в Ганзейский союз. А вот города поменьше уже не могли отказывать воеводе церкви, великому князю. Поэтому вставали под знамена Дмитрия Ивановича и шли громить Тверь и Рязань, к примеру. Но разговор у нас сегодня о Стефании Пермском. Ну, вернее, пермским он еще не стал. 1379 год, или 6887 лето от сотворения мира. Стефаний приезжает в Москву. Кстати, очень удивительно, хоть мы и можем прочитать житие Стефания Пермского, которое, как нам говорят, писал его современник и современник Сергия Радонежского, некто Епифаний Премудрый. Но вот мирского имени Стефания Пермского он почему-то в своем житие не написал. Неизвестно ни имя при рождении Стефания, ни, собственно, и год рождения. Но, как нам говорят, родом он был из Великого Устюга. Скажу вам, не ближний свет, 1000 километров как пить дать. Как нам говорят, Великий Устюг относился к Ростовскому княжеству. Но это все, я думаю, условно. Как таковых карт до эпохи Петра у нас не было. Ну, я уверен, что были, просто до нас не дошли. Так как география этих карт просто опровергла бы всю эту нашу церковную историю. И вот в школьных учебниках рисуют вот такие вот. То есть сам Ростов, ныне Великий, был всего лишь удельным княжеством в составе Великого Владимирского княжества, которое потом поглотило Московское. Но, как вы видите, на этих картах совершенно не соседствующие с Ростовом территория вокруг города Устюг относится к Ростовскому княжеству. А Новгородская республика здесь идет таким зигзагом, огибая Белозерское княжество, которое тоже в итоге, как нам говорят историки, стало частью Великого княжества Московского. Здесь вообще к Новгородской республике относятся и Вятская земля, и Пермь Великая, куда, собственно, и пойдет Стефаний Пермский нести Слово Божье. Что это такое? Не что иное, как крестовый поход на Пермь. А вот теперь давайте спросим, а кто его туда вообще послал? Великий князь Дмитрий Иванович Донской? Ну, вернее, еще Московский. Донским он станет только через год. Да вроде нет. Ну, как же так? Ведь князь все решает. По официальной истории, которая, собственно, написана в житие Стефания Пермского, это было волеизъявление самого Стефания. Он решил посвятить себя миссионерской деятельности, подпоясался и из Москвы выдвинулся на слияние рек Вычегды и Северной Двины. С одной стороны, мне непонятно, почему он из Устюга 1000 километров ехал в Москву, чтобы потом 1000 километров проехать обратно до Устюга и еще 69 километров до пересечения рек Вычегды и Северной Двины в нынешний город Котлас. А тогда, как нам говорят историки, это было небольшое зырянское поселение Пырос. Ну, давайте послушаем доктора исторических наук, по совместительству протоиерея. Святитель Стефан – уникальная личность в нашем церковном средневековье. Действительно, этот человек имел от Бога большие таланты и успешно реализовал их в своей жизни. Стефан имел в своей сумме только священнические принадлежности и некую грамоту великого князя,
Но эта грамота мало что значила в то время, потому что Пермь-Вычегодская еще не входила в состав централизованного русского государства. Вообще странно слышать от доктора исторических наук про централизованное русское государство конца XIV века. Ну, конечно, если бы она входила в состав централизованного не русского, а московского княжества, то и смысл тогда было посылать туда крестовый поход. Это нам рассказывают, что Стефаний Пермский один пошел за 1000 километров и в сумме своей имел только священнические принадлежности. Ах, да, и еще грамоту, которая, собственно, ничего не решала. Грамота от князя, как нам говорят. Естественно, никакой грамоты до нас не дошло. Эта информация есть только в житие Стефания Пермского. Но эта грамота – аналог ханского ярлыка или буллы Папы Римского. Своего рода мандат, который давал большие полномочия. Стефан берет благословение на миссионерскую деятельность у коломенского епископа Герасима. О чем это говорит? О том, что московская церковная власть митрополита Московского в это время была крайне нестабильной. Извините, батюшка, митрополита Московского еще никакого нет. Есть митрополит Киевский и всея Руси. Но то, что в этот момент чехарда с этими киевскими митрополитами всея Руси, об этом я уже говорил. Как-то так получается, что на Русь из Константинополя приезжает аж целых 2 митрополита всея Руси. Пимен и Киприан. Как я сказал, в Византии идет борьба за власть сына и отца палеологов. За одним стоят генуэзцы, за другим венецианцы. И, возможно, одного митрополита на Русь ставят венецианцы, а другого генуэзцы. Но на что я еще хочу обратить ваше внимание, это на то, что Москва уже является метрополией, в ней находится митрополит всея Руси, но никакой московской епархии еще нет. Епархия по-гречески – это область, провинция. Это в очередной раз нам показывает главенство церкви. В Пермь крестовый поход отправляет коломенский епископ Герасим. Епископ по-гречески «смотрящий», «надзирающий». Давайте уже называть все своими именами. И я забегу вперед, в Перми епархия образуется раньше, чем в итоге в Москве. И вот это пока для меня действительно является загадкой. Ну а история с зырянской азбукой с переводом Библии Стефанием Пермским на зырянский язык выглядит, ну как бы сказать помягче, немного надуманной. Мать зырянка у него, Коми, поэтому он и знал хорошо зырянский язык и пошел туда. Человек-то по рождению больше считается по матери. Так ведь, да. Тут ни при чем, а мы тут ни при чем. Совсем не понимаем, не знаем, что почем. В те времена даже на Руси грамотность была редкостью. Случалось, и лица государственные едва могли подписывать имя свое, зачастую даже духовенство не знало больше начальной грамоты. Стефан же создал для зырян письменность, взяв за основу древнегреческий и старославянские алфавиты, а также так называемые пассы, поганые черточки, родовые знаки, которые вырезали на деревьях охотники-зыряне. Составив азбуку из 26 букв, Стефан создал самобытный национальный вид древнепермского алфавита – компромисс между язычеством и православием. Этот плод его духовного и научного труда позволил сделать его проповедь максимально эффективной. Вот это очень важно было, да, что народу освоить церковно-славянские тексты будет намного сложнее. Надо приблизить новую веру к ним на их же языке. Они не писали, и вот эту азбуку он им составил. Поэтому в этом очень великое прогрессивное дело у Стефана Пермского. Другое дело, что после него она все-таки очень быстро выходит из употребления. Зырянская азбука, безусловно, сыграла свою положительную роль, но впоследствии необходимость в ней была утрачена, поскольку с присоединением зырянских земель к московскому государству эти территории подверглись очень сильной русификации. Ну, видите, нам рассказывают по аналогии с крещением Руси. Кирилл и Мефодий дали письменность,
князь Владимир принял христианство. И то же самое зыряне приняли христианство после того, как Стефаний Пермский дал им письменность. Но представляете, первая Библия, переведенная на церковно-славянский язык, это Острожская Библия. И переведена она была только в 1580 году. И напечатана нашим первопечатником Иваном Федоровым в 1581. Ну, как нашим. Так-то он изо Львова был, из Речи Посполитой, но считается нашим. Но в любом случае это спустя 200 лет после того, как Стефаний Пермский перевел Библию на зырянский язык. Она еще не была переведена на церковно-славянский. Послушайте, Мартин Лютер перевел Библию на немецкий только спустя 150 лет после ее перевода на зырянский Стефаном Пермским. Ну и как вы видите, куда-то потом этот пермский язык делся. А скажите, книжки-то на зырянском языке остались? Ну, те, которые переводил Стефаний Пермский. К сожалению, книжки до наших дней не дошли. Но зато дошел посох из лиственницы Стефания Пермского. Удивительный артефакт возрастом 650 лет, который прошел все пожары. И поляков в 17 веке, и французов в 19 веке. Я думаю, он может с гордостью пополнить нашу коллекцию лживых артефактов. В Краеведческом музее города Перми хранится уникальный экспонат, которым долгое время пользовался святитель Стефан – посох. По преданию, сам Стефан ходил с обычной палкой из лиственницы, а уж его последователи в 15 веке украсили посох резьбой. Сначала посох находился в Усть-Выме, потом в Вологде, затем в Московском Кремле. В 1612 году во время польской интервенции посох был вывезен из России в Польшу, а затем обнаружен в Литве. В Пермь реликвия вернулась в 1849 году и стала важным атрибутом духовной власти, который получал епископ Пермский и Соликамский вместе с епархией. Это из серии про шлем Александра Невского, который к Александру Невскому никакого отношения не имел, про стул Ивана Грозного, который потом оказался совершенно не стулом Ивана Грозного, про скипетр и державу Мономаха, которая была выдана первым Романовым от императора Священной Римской империи. Кто не в курсе, в правом верхнем углу экрана появится подсказка на плейлист «Лживые артефакты». Путь Стефану предстоял в далекую и незнакомую страну. Жившие там язычники-зыряне поклонялись своим многочисленным богам – воде и огню, лесу, ветру, солнцу. Православному путнику предстояло не только преодолеть значительное расстояние, но и сразиться с чужими богами, обратить в христианство целый народ. Удивительно, какая такая далекая, незнакомая страна. Только что нам говорили, что у него мать коми-пермячка, а родился он в Устюге, в 69 километрах отсюда. Ну и давайте послушаем про великие подвиги Стефания в Пермской земле. В большом зырянском селении Усть-Гаме находилась кумирница язычников, и главной святыней здесь считалась Золотая Баба. Желая показать бессилие языческих богов, Стефан поджег кумирню. Жители Усть-Гама с топорами и кольями бросились на святителя, но Стефан, подняв руки к небу, со слезами молился о прозрении заблудших. Святой неоднократно подвергался опасности быть убитым. Стефан пришел один, и на первом этапе своей проповеди он действительно имел своим помощником одного Бога. И Господь хранил угодника своего. Вообще дерзкий поступок, учитывая то, что он был один. Ну, правда, у него была еще какая-то охранная грамота, а может быть еще небольшая армия. Но зачем об этом писать в церковных летописях? Другой поступок миссионера также вызвал огромный резонанс. Такой, что и через толщу времени дошел до нас. Он срубил священное для зырян дерево, которое в летописях называют прокудливой березой. Святитель Стефан
в общем-то, действует в апостольском духе. Ведь у любого язычника был сильный страх перед конкретным предметом, да, который он обожествлял. Поэтому он берет топор и просто уничтожает этого идола, а люди имеют возможность убедиться, что проповедник христианства остается цел и невредим. Ну, давайте перенесем это событие на сегодняшний день. Ну, кто-нибудь возьмите бензина, идите облейте храм Христа Спасителя и подожгите, и посмотрите, покарает вас Бог или нет. И вы знаете, Бог вас не покарает. Но то, что вы об этом пожалеете, можете не сомневаться. Но согласитесь, в здравом уме такое никто не сделает. Но когда ты идешь завоевывать чужую землю, оскорблять, осквернять чужие святыни, то это в принципе возможно. Но это же не миссионерская деятельность. Да, в любом случае, даже по церковным летописям какая-то миссионерская деятельность Стефании выглядит разрушительно-уничтожительной. Ну, конечно, он не Иисус Христос, он не воскрешает мертвых, не превращает воду в вино. Он просто сжигает золотую бабу, рубит к чертям березу, разрушает все зырянские капища и при этом остается живым и невредимым. Это ли не чудо? Да, ну и кто не слышал подвиг Стефания, как он 3 дня боролся с прокудливой березой. Подвиги Геракла просто отдыхают. Он рубил эту березу, уставал, приходил на следующий день, а на ней ни следа. И опять начинал рубить эту березу. Возможно, дело было в топоре, а возможно, валить лес оказалось для Стефания более трудоемким делом, нежели читать проповеди. Тут, как говорится, каждому свое. Святитель Стефан сжег ее, обратившись к онемевшим от ужаса язычникам со словами: «Сильны ли боги ваши, когда они не могут защитить себя от огня?» Нападали и хотели его убить, рассказывается в житии, но сохранился. Слуги были, видимо, уже свои, охрана была. А может быть, и духовная сила была такая, не допустила. Склейку кадра видели, историк, то есть, высказал свое мнение, что у Стефания были слуги, ну, скорее всего, армия. А после склейки, ну, а может быть, духовная сила не допустила. Ну, все правильно, если ты патриот, ты должен быть православным. А как иначе? А разве не может быть патриот здравомыслящим? Нет, ты уже не патриот. Ты еретик, раскольник, контра, инагент. Любят в последнее время псевдопатриоты вешать вот такие вот ярлыки. Кульминацией миссии Стефана Пермского стал его поединок с Памом Сотником, которого летописи называют знаменитым кудесником, волхвам-начальником, знахарем старейшиной. Плыл по Выче, где Стефан Пермский, и очень хотел остановиться там, где живет главный жрец Пам. Ему нужно было к нему. Ну, конечно, к нему, потому что он был главное духовное лицо у народа с языческой верой. Ну и все-таки он выбрал это место. Сначала противники пытались переубедить друг друга аргументами. «У вас, христиан, — говорил Пам, — один Бог, а у нас много помощников и на суше, и на воде». После долгих споров Пам предложил пройти сквозь огонь и воду. Кто останется невредимым, того Бог сильнее. Стефан приказал сделать на Вычегде 2 проруби и зажечь одну избу. Помолившись, Стефан взял Пама за руку, чтобы вместе идти в огонь. Но волхв дрогнул. Не согласился он также и в прорубь спуститься. «Вы свидетели, — сказал Стефан собравшимся. Сам он потребовал решить спор о вере огнем и водой. И что с ним теперь делать?» «Обманщика предать смерти!» — крикнули из толпы. Ну, как вы понимаете, это сказки Венского леса. И я бы согласился, если бы Стефаний сам зашел в горящую избу и прошел вот этот путь под водой из проруби в прорубь. Но он ведь этого не сделал. То есть его Бог от этого бы тоже, скорее всего, не уберег. Или уберег. Ну, тогда бы слава Гудини и Копперфильда принадлежала бы Стефанию Пермскому. Меня больше интересуют факты. Стефаний Пермский начинает строить церкви. А вот теперь давайте задумаемся. В чужой земле, разрушая чужие капища, уничтожая чужих идолов, ты начинаешь возводить церкви, но церковь – это очень дорогое строительство.
По нашим летописям только князь мог позволить себе такое в XIV веке. Откуда финансы на возведение этих церквей? И первые храмы, которые строил святитель Стефан, они строились на месте бывших языческих кумирин, поскольку люди были чрезвычайно привязаны именно к этому конкретному месту. На месте прокудливой березы в селении Усть-Вымь святитель Стефан организовал строительство храма в честь архангела Михаила, низложителя духов тьмы. Как же удалось ему выполнить такую сложную миссию? Ответ на этот вопрос очень простой. Его глубочайшая вера и непоколебимое убеждение в правоте дела, которое он совершал. Ну а еще войско стрельцов и деньги, которые выделила церковь на крестовый поход в Пермь-Великую. Именно на эти деньги, скорее всего, Стефаний Пермский и строил храмы и монастыри на пересечении торговых путей. Святитель Стефан выбрал себе из новокрещенных зырян спутников и отправился с ними далее вверх по течению Вычегды. Вехами на его пути вставали православные храмы. Почему наших историков не удивляет, что эти православные храмы и монастыри начинают расти на перекрестках торговых путей, то есть на рынках? Слияние Северной Двины и Вычегды, а потом слияние Вычегды и Камы. Ну вот для примера посмотрите мою любимую карту Гесселе-Герица. Хоть она и 1613 года, но отчетливо видно, что Северный торговый путь, как раз по Северной Двине, это самый главный торговый путь русского государства. Вы посмотрите, сколько здесь расположено населенных пунктов. Собор русских архипастырей и благоверный великий князь Дмитрий Донской постановили, что первым архиереем новообращенной Пермской земли должен стать сам Стефан. Святитель Стефан вернулся в Усть-Вымь и на месте бывшей языческой кумирни основал кафедру Пермского епископата. С новой силой продолжил он свое дело, распространяя православие на всю Пермскую землю. И вот оно, образование той самой Пермской епархии, как я уже говорил. 1383 год. Но вас лично не удивляет, что никакого князя пермского в те годы еще не существовало? И государственным управлением в этих землях занимались пермские архиереи. Ну, конечно, церковь это и было надгосударственное управление. И это всегда захват и управление, контроль, но под видом доброго духовного. Ну, а как вы хотите, чтобы писалась история? По-честному? Ну, не будьте такими наивными. Настоящая история как раз и могла содержаться в тех самых зырянских книгах, которые, как нам говорят, до нас не дошли. Ну а почему не дошли книги? Ведь после так называемой русификации их уже, скорее всего, не использовали, значит, они не стерлись от постоянного чтения. Я считаю, что в этих книгах не было никакого перевода Библии, а было нечто другое, что в корне меняло бы написанную церковью историю. Точно так же, как до нас не дошли и карты, которые бы полностью меняли написанную церковью географию. Поэтому церковь и сожгла эти книги. Жечь церковь всегда любила. А азбуку зырянскую не Стефаний принес, она была еще до него. Стефаний шел сюда не учить, а завоевывать. Эти земли потом сыграют ключевую роль. Именно отсюда пойдет покорять Сибирь Ермак Тимофеевич. А князьями этих земель будут Строгановы. Как у нас про них говорят, это род русских промышленников и землевладельцев. Но о них в свое время. А у нас жаркие весенние деньки – это звездный час для русской одежды .рф предсельмак и наших льняных изделий. Ни одна ткань не создаст вам таких комфортных условий, как лен, а качество льна в нашем магазине проверенное. Рубашки, косоворотки и ставшие популярные в преддверии праздника Победы гимнастерки разных оттенков прекрасно комбинировать с хлопковыми легкими джоггерами или карго, очень удобными брюками с отличной посадкой и множеством карманов. Запросто создавать льняные костюмы белые, черные, однотонные или контрастных цветов.
Для этого прекрасно подходят рубашки с капюшоном, которые идеальны и с классикой, и с льняными брюками, и шортами. Льняные рубашки и брюки очень популярны у женщин. Не говоря о возрастающем интересе к платьям из натурального льна, ведь лето впереди. Дачный сезон открыт, а какая дача без спортивного костюма? Потеплее песочные, а полегче серые и, конечно, черные. Все одинаково полезные для здоровья, но только у шелка есть право называться второй кожей. В предсельмаге мы постарались сделать шелковые рубашки максимально доступными. Огурцы на черном фоне из натуральной шелковой туали или белый женский шелковый батник. Рубашки замечательно сочетаются с нашими брюками и сделают любой образ торжественным. А шелковые пижамы, мужские и женские, твердый залог хорошего сна и просто замечательный подарок. Посмотреть, потрогать можно в московском шоуруме на Земляном валу 7. Или купить идеальный подарок вне времени и моды, прекрасную душегрейку из оригинальных павлово-посадских платков на меховой или облегченной льняной подкладке. В комплекте с удивительными сумочками из того же платка. А по желанию и сам платок приобрести по символической стоимости и в праздничной упаковке. Всегда ждем вас в интернет-магазине ruskayodежда.rf предсельмаг. Прекрасная возможность порадовать близких и друзей полезной и оригинальной одеждой, а подарок приурочить к великому празднику.